Григорий Сковорода родился 3 декабря 1722 года в селе Чернухи Киевской губернии и был тем, кого можно назвать родоначальником чистой, неклерикальной философии в Украине. Великий философ, поэт, странник и даже мистик. В жизни Григория Сковороды и правда было много мистики. Исследователи его творчества допускают, что он вдохновлялся чтением мистической литературы и даже встречами с мистиками. Философ интерпретировал Святое Писание в духе своих идей, опираясь на свой духовный опыт. Куда важнее и другие странные вещи, с ним произошедшие. Так, в Германии Григорий Сковорода однажды встретил своего двойника, мистика, судя по всему, состоявшего в ордене розенкрейцеров, Даниила Мейнгарда. Правда? Вымысел? Ни то и ни другое. Таинство. На 48-м году жизни, в 1770-м, Григорий Сковорода гостил у своего родственника в Китаевской пустыне. А дальше случилось вот что, из воспоминания биографа Сковороды Михаила Ковалинского. Вдруг приметил в себе внутреннее движение духа непонятное, побуждающее его ехать из Киева. Видя нерасположение Иустина к отпуску его, пошел он в Киев к приятелям попросить, чтобы отправили его в Украину. Те удерживают. Он отговаривается, что ему дух настоятельно велит удалиться из Киева. Между сим пошел он на Подол, нижний город в Киеве. Пришел на гору, откуда сходят на Подол. Вдруг остановясь, почувствовал он обонянием такой сильный запах мертвых трупов, что перенести не мог, и тотчас поворотился домой. Дух убедительно погнал его из города, и он отправился в путь на другой же день. Через 2 недели в Ахтырке получили известие, что в Киеве моровая язва, о которой в бытность его и не слышно было, и что город заперт уже. Так Григорий Сковорода спасся от чумы. Однажды Григорий Сковорода оказался в саду, где испытал интенсивный мистический опыт. Мир сжался в сад и превратился в свет, движущийся с бесконечной скоростью во всех направлениях. Позже философ напишет: «Бог есть неостановимый бег». В своих трудах он учил, что существуют 3 мира – большой и 2 малых. Большой мир – это Вселенная, или макрокосмос, состоящий из множества миров. Второй с микрокосмос – это человек. И третий – Библия, мир символов. Он писал, что Библия есть наисовершеннейший и наимудрейший орган. И считал, что в этой книге собраны фигуры всех небесных, земных и подземных вещей, которые ведут человеческую мысль к понятию вечного. Философ Сковорода утверждал, что только в образах можно достичь истинного познания. «Плотское око, — говорил он, — видит краску и холст, а самих в письме фигур не различает. Краски на картине всяк видит, но чтобы рисунок и живопись усмотреть, требуется другое око, а не имеющее оное слеп в живописи». Григорий Сковорода резюмировал, что эта невидимость самого главного в искусстве первенствует не только в человеке, но и в прочих тварях. Обладал ли сам Сковорода тем самым мистическим оком? Скорее всего. Однажды в гостях уже 72-летний Григорий Сковорода украдкой покидает званый ужин и копает себе могилу. На удивленные вопросы гостей отвечает: «Пора уже на покой». Утром Сковороду нашли уже навсегда почившим. Тут вспоминается посмертная медитация тибетских монахов. К слову, за несколько дней до кончины он попросил, чтобы над могилой его сделали надпись самоэпитафию: «Мир ловил меня, но не поймал». «Мир ловил меня, но не поймал» — это напутствие всем тем, живущим в 21 столетии, кто хочет выйти из-под чудовищного событийного и информационного гнета этого века. По Мандельштаму 20 век — волкодав, то 21 не иначе, как река бразильских красных муравьев, уничтожающих все на своем пути. Как не дать поймать себя миру? Ответ Сковороды прост и сложен одновременно. Следуй своему родному пути, то есть тому, что тебе свойственно по природе,
без оглядки на признание и успех. Но жить так — практически духовный подвиг на грани возможного и единственный путь к бессмертию. Если вам близка мудрость Сковороды, и вы хотите глубже понимать тайны его философии, не забудьте поставить лайк, подписаться на канал и нажать на колокольчик. Впереди еще больше историй о великих украинцах и их мистических знаках. Делитесь видео с друзьями и пишите в комментариях, какая мысль Григория Сковороды откликнулась вам больше всего. Ваше участие помогает открывать эти знания все большему числу людей.